Переговоры США и Украины передали, что требовал Путин. США требуют отдать под их контроль замороженные в Европе российские активы. Доктрина Трампа. Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Первые комментарии – это сенсация, передел мира и отказ от мирового лидерства. Мадуро нашел защиту от Трампа, и это не Россия. Путин в Индии. Молитвы с огнем, Бхагавад-гита на русском, мультики, обнимашки с моди и сделки на миллиарды. Макрон в Китае. Провальный визит. Зато Парижу сдали в аренду панду. Здравствуйте! Мы рассказываем о самом главном и самом интересном. События, которые меняют мир и жизнь каждого из нас. Обязательно подпишитесь. Это «Один день» и я, Андрей Данилевич. В Майами завершились переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану президента США Дональда Трампа. Украину на встрече во Флориде представляли секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов. А в это время в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица сосредоточились на ключевых направлениях дипломатической работы, включая переговоры с США. Зеленский сообщил 5 декабря в Телеграм, что обсудил с Кислицей направление украинской дипломатии и подчеркнул его опыт работы в США и профессионализм. Вот как комментирует ход переговоров с США сам Зеленский. Наша задача – получить полную картину того, что происходит в России, какие новые поводы находит Путин, чтобы затягивать войну и оказывать давление на Украину и нашу независимость. Украина готова к любым действиям Путина. Мы будем работать максимально конструктивно со всеми партнерами, чтобы достичь мира, и только достойный мир обеспечит реальную безопасность, для чего необходима поддержка наших союзников. Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ход мирных переговоров под предводительством США. Есть сторона мира. Эта сторона включает Украину, европейцев, американцев и всех союзников из коалиции желающих. Есть одна страна, которая ведет войну фактически с 2014 года и особенно активно с февраля 2022 года, которая продолжает это делать и отказывается от мира. Это Россия. И я считаю, что в этом конфликте мы должны оставаться крайне простыми и прагматичными. И прежде всего, мы не должны поддаваться духу разделения между европейцами и американцами. США нужны для мира, и нам нужны друг для друга, чтобы этот мир был прочным и долговременным. США пытались убедить несколько стран ЕС заблокировать план использования замороженных активов Центрального банка России для предоставления репарационного кредита Украине, сообщает агентство Bloomberg. По данным европейских дипломатов, американские чиновники заявляли, что эти активы должны способствовать мирному соглашению между Киевом и Москвой и не использоваться для продолжения войны. Вашингтон рассматривает их как инструмент для финансирования послевоенных инвестиций под руководством США. Европейские лидеры настаивают, что решение об использовании средств должно оставаться исключительно в руках ЕС, так как большая часть активов хранится в Европе. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что замороженные российские активы должны идти исключительно Украине, и никаких путей для их перенаправления в США не существует, и Вашингтон это знает. Это европейский вопрос, и я не вижу никакой возможности экономически перенаправить деньги, которые мы мобилизуем, в Соединенные Штаты Америки. И американское правительство знает об этом. Такова и переговорная позиция немецкого правительства, представителей, которые ведут переговоры от нашего имени в различных форматах. И это также консенсус на европейском уровне. Здесь вообще нет никаких разногласий. Эти деньги должны идти Украине и помогать Украине. Американцы частично согласны с этим. Они хотят получить определенную экономическую выгоду. Это легитимно, но это не цель той операции, которую мы хотим запустить в Европе в ближайшие дни. Европейские бюджетные авиакомпании уже планируют возвращение в Украину сразу после подписания мирного соглашения, которое откроет для полетов украинские аэропорты. Ожидается рост спроса благодаря возвращению украинцев домой, масштабным восстановительным проектам и даже так называемому катастрофическому туризму, туристам, стремящимся увидеть страну после войны, сообщает Financial Times. Глава Wizz Air Йожеф Варади рассказал, что в первые 2 года после достижения мира компания намерена
намерена разместить в Украине 15 самолетов, а к 2007 году увеличить их количество до 50. Как только небо будет открыто, мы очень быстро восстановим присутствие на рынке. Это откроет для нас значительные возможности, подчеркнул он. До 2022 года Wizz Air был крупнейшим иностранным перевозчиком в стране. Ryanair готова возобновить рейсы уже через 2 недели после подписания соглашения. По словам руководителя компании Эдди Уилсона, новые маршруты можно будет быстро открыть из десятков европейских баз. «Мы сможем обслужить 4 миллиона пассажиров без каких-либо проблем», отметил он. EasyJet, которая ранее не работала на украинском рынке, также рассматривает возможность выхода. Генеральный директор Кентон Джарвис назвал Украину будущим крупнейшим строительным проектом Европы и подчеркнул, что многие вернутся домой, как только ситуация станет безопасной. Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности. Этот документ уже стал политической сенсацией. Некоторые аспекты внешней политики США по сравнению с предыдущими редакциями изменились до неузнаваемости. Политика в отношении Европы сформулирована следующим образом. Приоритет восстановления стабильности внутри Европы и стратегической стабильности с Россией. Укрепление способности Европы действовать как объединение суверенных государств и нести ответственность за собственную оборону. Открытие европейских рынков для американских товаров и услуг, поддержка Центральной, Восточной и Южной Европы через торговлю, политику и культурные обмены, прекращение восприятия НАТО как постоянно расширяющегося альянса, борьба с экономической агрессией, технологическим пиратством и кибершпионажем. Мы хотим, чтобы Европа оставалась европейской, вновь обрела цивилизационную уверенность в себе и отказалась от своей провальной ориентации на регуляторное удушение. Эта нехватка уверенности особенно заметна во взаимоотношениях Европы с Россией. Европейские союзники обладают значительным преимуществом в сфере военной мощи по почти всем показателям, за исключением ядерного оружия. В результате войны России против Украины отношения Европы с Москвой сегодня сильно ослаблены, и многие европейцы рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу. Управление этими отношениями потребует значительных дипломатических усилий со стороны США, как для восстановления стратегической стабильности на Евразийском континенте, так и для снижения риска конфликта между Россией и европейскими государствами. Для Соединенных Штатов является ключевым интересом добиться быстрого прекращения боевых действий в Украине, чтобы стабилизировать экономику Европы, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны, восстановить стратегическую стабильность с Россией, а также создать условия для послевоенного восстановления Украины и ее выживания как жизнеспособного государства. Война в Украине парадоксальным образом увеличила внешние зависимости Европы, особенно Германии. Сегодня немецкие химические компании строят одни из крупнейших перерабатывающих заводов в Китае, используя российский газ, которого они не могут получить дома. Администрация Трампа сталкивается с разногласиями с европейскими чиновниками, которые питают нереалистичные ожидания по поводу войны, находясь в нестабильных правительственных меньшинствах, многие из которых попирают базовые принципы демократии для подавления оппозиции. Большинство европейцев хочет мира, однако это желание в значительной мере не отражается в политике из-за подрыва демократических процессов со стороны этих правительств. Это стратегически важно для США, потому что европейские государства не смогут проводить реформы, если застряли в политическом кризисе. Но в приоритете для США теперь будет западное полушарие и контроль над ним. В самом Белом доме документ называют доктриной Монро с правками Трампа. Напомним, доктрина Монро, принятая в 1823 году, провозглашала Америку для американцев, запрещая Европе колонизировать континент и вмешиваться в дела стран региона. США обязались не вмешиваться в Европу. Чего мы хотим в мире и от мира? Мы хотим обеспечить, чтобы западное полушарие оставалось достаточно стабильным и управляемым, чтобы предотвратить и сдерживать массовую миграцию в США. Мы хотим полушария, чьи правительства сотрудничают с нами против наркотеррористов, картелей и других транснациональных преступных организаций. Мы хотим, чтобы западное полушарие оставалось свободным от враждебного иностранного вторжения или контроля над ключевыми активами и поддерживало критические цепочки поставок. И мы хотим обеспечить наш непрерывный доступ к стратегически важным объектам. Другими словами, мы будем утверждать и реализовывать правки Трампа к доктрине Монро. Мы хотим остановить и обратить текущий ущерб, который иностранные игроки наносят американской экономике, одновременно сохраняя Индо-Тихоокеанский регион свободным и открытым, обеспечивая свободу судоходства во всех ключевых морских путях и поддерживая надежные цепочки поставок и доступ к критически важным материалам.
Мы хотим поддерживать наших союзников в обеспечении свободы и безопасности Европы, одновременно восстанавливая цивилизационную уверенность Европы и ее западную идентичность. Мы хотим не допустить доминирования враждебной силы на Ближнем Востоке, над его запасами нефти и газа и над стратегическими узловыми точками, через которые они проходят, при этом избегая вечных войн, которые ранее дорого обходились США в этом регионе. Мы хотим, чтобы американские технологии и стандарты, особенно в области искусственного интеллекта, биотехнологий и квантовых вычислений, задавали темпы развития всего мира. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем радиошоу «Con Maduro de Repente» заявил, что страна намерена отстаивать свой суверенитет и рассчитывает на политическую поддержку Китая на фоне роста региональной напряженности. Напомним, Мадуро уверен, что истинной целью США в кампании против Венесуэлы является не борьба с поставками запрещенных веществ в США, а контроль над запасами углеводородов, крупнейшими в мире. Если нам и придется взять в руки оружие, то только ради мира, ради суверенитета, ради нашей Родины, ради величия Боливара, чтобы защитить эту землю. Надеюсь, что с Божьей помощью и с поддержкой нашего главнокомандующего, всех командующих, Господа Иисуса Христа, мы продолжим идти тем же путем. Мир, мир, мир. Мир, нет, война. А тем временем командование Южного округа армии США сообщило, что 4 декабря по приказу министра войны Пита Хекзета оперативная группа Southern Spear уничтожила в международных водах восточной части Тихого океана судно, связанное с контрабандой запрещенных веществ. Погибли 4 человека. Военные опубликовали 21-секундное видео предполагаемого удара. На наших глазах каждую минуту меняется мир. Помогите нам рассказывать об этом. Подписывайтесь и становитесь спонсором канала «Один день». Продолжается визит Владимира Путина в Индию. Он пытается заручиться поддержкой премьер-министра Нарендры Моди и продвигает российскую версию войны против Украины, одновременно сосредоточив внимание на сотрудничестве в энергетике и оборонной сфере. За 1,5 дня Путин уже дважды встретился с Моди. Основное внимание России сосредоточено на экспорте нефти, газа и оружия, а также на поиске союзника, который будет поддерживать российскую версию войны России против Украины на международных форумах. Визит Путина сопровождается массированной агитацией за Россию в индийских СМИ, от многочасового интервью до мультфильмов, в которых Путин и Моди рассекают на скутере на фоне нефтяных вышек и автозаправщика Трампа, который расстроен, что его бензин не покупают. В индийских городах проходят молебны за российского гостя, а Моди подарил Путину издание «Бхагавад-гиты» на русском языке. Одновременно Россия и Индия заявили о намерении укреплять двусторонние связи и противостоять давлению США. Из числа других государств мирового большинства мы продвигаем процессы формирования более справедливого и демократического, многополярного мироустройства. Отстаиваем основополагающие принципы международного права, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций. По итогам переговоров стороны договорились о совместном производстве запчастей и техники для обслуживания вооружений, проведении совместных исследований и экспорте продукции в так называемые «дружественные России страны», передаче технологий и углублении сотрудничества в разведывательных и минерально-сырьевых сферах. Путин и Моди несколько подчеркнули, что российско-индийские связи остаются устойчивыми к внешнему давлению. Нью-Дели в праздничном убранстве. Буквально на каждом столбе по портрету Путина, иногда в компании с Нарендрой Моди. А вот что индусы говорят о предстоящем визите. Тариф, введенный США в отношении Индии, немного выбил нас из колеи. Во многих смыслах. Многие традиционные экспортеры сейчас остались без работы. Люди, занятые в производстве одежды, например, уже безработные. Поэтому они ищут новые направления. В идеале мы также ищем взаимодействие с Россией по вопросу, как обходить эти санкции, банковские санкции, которые введены. Если торговля будет расширяться, и если ситуация в Украине не улучшится, что произойдет? Если будут введены дополнительные санкции или вторичные санкции против Индии, потому что мы торгуем с ними. Это все вопросы без ответа. Кроме того, Индия, скорее всего, подпишет соглашение о трудовой мобильности, что станет поворотным моментом. Молодое население России сокращается, рождаемость падает. Ковид и война привели к необходимости в дополнительной рабочей силе, как минимум технической. Поэтому, вероятно, будет заключено соглашение, которое позволит индийским техническим специалистам переезжать и работать в России, инженерами и тому подобное.
Минфин США разрешил проводить операции с рядом зарубежных автозаправок «Лукойла» до весны 2026 года. Управление по контролю за иностранными активами выдало генеральную лицензию, которая позволяет обслуживать, эксплуатировать или постепенно сворачивать работу розничных АЗС за пределами России. Разрешение касается структур «Лукойл International GmbH» и ее дочерних компаний, включая подразделения в Северной Америке. Подчеркивается, что для этих целей можно использовать и замороженные счета, если это необходимо для обслуживания сети. Но ключевые ограничения остаются. Любые переводы средств в Россию запрещены, так же, как и любые операции с российскими государственными финансовыми учреждениями. То есть лицензия открывает техническую возможность поддерживать работу зарубежных станций, но не ослабляет общий санкционный режим. Первая леди Франции Брижит Макрон посетила исследовательский центр разведения гигантских панд в Чэнду, где наблюдала за пандой Юаньмэн, родившейся во Франции в 2017 году. В следующем году Франция снова получит пару панд в рамках пандовой дипломатии. Предыдущие панды вернулись в Китай в 2025 году, а их детеныши остались во Франции. Китай продолжает использовать панд как инструмент дипломатии, предоставляя их странам по долгосрочным программам. Сам президент Эммануэль Макрон в это время завершал визит в Китай. В Чэнду он и Си Цзиньпин говорили о культурном и экологическом сотрудничестве, хотя ключевые экономические и политические вопросы остались нерешенными. В Пекине стороны обсуждали торговлю, инвестиции и войну в Украине, однако ощутимых результатов не добились. Си повторил призыв к миру, но выступил против безответственных обвинений в адрес Китая по поводу его позиции по войне России против Украины. Коммерческие договоренности остались ограниченными, а тарифные споры нерешенными. Макрон призвал Китай увеличить инвестиции во Францию и сократить торговый дисбаланс. Си заявил, что поддерживает инвестиции китайских компаний и назвал Францию важным торговым партнером. В конце своего визита Макрон выступил перед студентами Сычуаньского университета. Президента Франции встретили практически как рок-звезду, но его речь была не очень оптимистичной. И закончить нужно выводом, который показывает, куда мы пришли и что мы переживаем в момент беспрецедентного раскола. Поэтому в тот момент, когда для установления мира, для построения завтрашнего процветания, для того, чтобы справиться с технологическими, климатическими и демографическими вызовами, о которых я говорил, нам бы требовалось больше сотрудничества. Мы, наоборот, оказываемся в ситуации разрыва, своего рода в сломе нашей международной системы. Мира, который мы создали после Второй мировой войны, который основывался на том, что называется многополярностью, на сотрудничестве держав, сегодня трещит, раскалывается, если не сказать, что он уже стремительно распадается. Вот что происходит, и это именно то, что некоторые хотят закрепить своими заявлениями. Спасибо, что смотрите и поддерживаете нас. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе главных событий.